Многие водители не догадываются, но большинство современных неисправностей можно устранить без сервиса, инструментов и лишних затрат. Ошибки в коробке, сбои холостого хода, неработающий климат, странное поведение дросселя– все это частично лечится одной вещью– перезагрузкой. В этом видео вы увидите 14 проверенных способов быстро починить автомобиль своими руками. Прием номер один– сброс через отключение аккумулятора с зажатием тормоза. Это самый простой и доступный способ принудительно перезагрузить блок управления. Достаточно отключить минусовую клемму аккумулятора и нажать на педаль тормоза на протяжении 15 секунд. В этот момент происходит разряд остаточного напряжения в системе, и электронные блоки полностью обестачиваются. После подключения клеммы блок управления запускается как бы с нуля, а адаптации начинаются заново. Такой сброс может устранить ошибки, вызванные временными сбоями, обнулить глючные настройки дроссельной заслонки или сбросить нестабильные обороты холостого хода. Особенно полезен этот прием после замены датчиков или при долгом простое машины. Важно то, что сброс не удаляет физические ошибки с постоянным источником. Он лишь дает системе шанс начать заново без накопленных ошибок. Это своеобразная кнопка «Перезагрузить», доступная даже в полевых условиях. Прием номер два. Глубокий сброс бортового компьютера через перемычку Soft ECU Drain. Если обычного отключения аккумулятора недостаточно, применяется так называемый глубокий сброс через соединение клемм и отключенной батареи. Суть метода в том, чтобы перемычкой соединить плюс и минус проводки, ведущие к аккумулятору при полностью обесточенной машине. Это позволяет разрядить остаточное напряжение на конденсаторах, питающих микросхемы блока ECU даже после отключения питания. Такой прием используется, когда адаптация не сбрасывается стандартными способами, а поведение двигателя или коробки остается нестабильным, особенно после замены датчиков, скачков напряжения или ошибок на линии связи. Важно, перемычку можно устанавливать только на снятые клеммы. Контакт с самим аккумулятором при этом категорически исключен. После сброса система начинает работу с нуля, а временные сбои и ошибки исчезают. Это один из самых надежных способов перезагрузить систему заново, без вмешательства в прошивку. Прием номер три. Локальный сброс через предохранители. Если вы не хотите сбрасывать все системы автомобиля сразу, можно выполнить локальную перезагрузку конкретного блока, например, климат-контроля, мультимедиа или даже блока управления двигателем. Для этого достаточно вынуть соответствующий предохранитель из монтажного блока, подождать не менее 5 минут и затем установить его обратно. Такой подход особенно полезен, если сбой касается только одной функции. Например, завис экран, не включается навигация или климат работает некорректно. При этом остальная электроника не затрагивается, и вы не рискуете потерять настройки других систем. Важно точно определить, какой предохранитель отвечает за нужный блок. Информация об этом указана в инструкции по эксплуатации или на крышке монтажного блока. После обратной установки система запускается, как после перезагрузки, а временные сбои исчезают. Это простой, но эффективный способ точечного восстановления без вмешательства в сложную электронику. Прием номер 4. Перенастройка дроссельной заслонки с помощью педали газа. Электронная дроссельная заслонка адаптируется под стиль вождения и постепенно меняет свое поведение. Со временем накапливаются погрешности, появляются задержки при нажатии на педаль. Обороты становятся нестабильными, а сам отклик теряет точность. Все это результат сбития адаптации, особенно после сброса питания или замены аккумулятора. Перенастройка возможна без сканера, через специальную процедуру с педалью газа. Алгоритм отличается в зависимости от марки, но общая логика одна– нажать и удерживать педаль газа в течение 15 секунд, затем отпустить и подождать, пока блок управления завершит калибровку. Некоторые автомобили подтверждают перенастройку характерным щелчком заслонки или изменением оборотов. После завершения процедуры отклик на педаль становится более плавным и предсказуемым. Это особенно полезно после отключения аккумулятора или при появлении заторможенности при разгоне. Простая калибровка возвращает дроссель к оптимальному положению и улучшает поведение автомобиля без вмешательства в прошивку. Прием номер 5. Удаление ошибок через ОБД-2 сканер. Один из самых быстрых и безопасных способов устранить временные неисправности– это подключение сканера к разъему ОБД-2 и ручное удаление ошибок. Такой метод позволяет не только стереть предупреждение на панели приборов, но и инициировать повторную самодиагностику системы. Особенно актуально это после замены датчиков, чистки дроссельного узла или ремонта проводки. Многие коды ошибок появляются из-за кратковременных сбоев, нестабильного напряжения, запуска с разряженным аккумулятором или временного обрыва сигнала. Если источник проблемы уже устранен, ошибка может остаться в памяти, мешая работе адаптации. Удаление кодов дает блоку управления команду начать с чистого листа, но если неисправность не устранена, ошибка появится снова, поэтому важно не просто удалить коды, а
понимать, что именно их вызвало. Тем не менее, в случае разовых сбоев или после технического обслуживания этот способ позволяет моментально вернуть нормальное поведение двигателя, коробки или других систем без поездки на сервис. Прием номер 6. Перезагрузка через меню мультимедиа автомобиля. В современных автомобилях многие функции от кондиционера до работы подвески завязаны на центральный мультимедийный блок. Если он зависает, перестает реагировать на нажатие или начинает работать с задержками, это не всегда требует вмешательства через диагностику. Часто достаточно выполнить ручную перезагрузку прямо через интерфейс системы. В большинстве автомобилей для этого предусмотрена скрытая комбинация клавиш или пункт меню, позволяющий запустить мультимедиа без выключения зажигания. Например, длительное удерживание кнопки питания в течение 15 секунд, одновременное нажатие двух клавиш или сброс через инженерное меню. После перезапуска блок сбрасывает временные ошибки, восстанавливает отклик экрана и возвращает нормальное поведение всех подключенных систем. Такой прием особенно полезен после обновления прошивки, при сбоях Bluetooth или зависания климатических настроек. Это быстрая и безопасная процедура, которую можно выполнить прямо на парковке, без инструментов и дополнительных затрат. Прием номер 7. Перезапуск системы через включение и выключение зажигания. Простой, но недооцененный способ восстановить работу электронных блоков. Это пошаговое включение и выключение зажигания по определенной схеме. Такой прием позволяет инициировать внутреннюю диагностику, завершение адаптационных процессов и даже запуск калибровки в некоторых подсистемах. Классический пример. 3 последовательных цикла зажигания с паузами по 15 секунд. Включение зажигания без запуска двигателя. Ожидание выключения. И так несколько раз. Этот алгоритм помогает разбудить систему после замены аккумулятора, устранить сбои в отображении данных приборной панели или восстановить связь с мультимедийным блоком. Некоторые модели автомобилей реагируют на такую процедуру сбросом временных ошибок и запуском адаптаций, особенно в системах старт-стоп, электронного стояночного тормоза и вспомогательных ассистентов. Метод прост, не требует оборудования и подходит для быстрой самопроверки состояния системы, особенно когда на панели появляются спорадические сигналы, не сопровождаемые реальными неисправностями. Прием номер 8. Сброс адаптации коробки передач с помощью педали газа. Автоматическая коробка передач со временем подстраивается под стиль вождения, запоминает манеру ускорения, частоту торможения и даже поведение при обгоне. Но если стиль вождения поменялся, адаптация начинает мешать. Появляются затяжные переключения, рывки и неадекватная реакция на газ. Чтобы вернуть коробку к базовым настройкам, используется сброс через педаль акселератора. На большинстве автомобилей алгоритм простой. Включить зажигание, не запуская двигатель, нажать на педаль газа в пол и удерживать ее около 30 секунд. Затем отпустить и выключить зажигание. После этого блок управления коробкой передач сбрасывает обученные значения и возвращается к заводской логике переключений. Этот прием особенно эффективен после покупки автомобиля с пробегом, резкой смены условий эксплуатации, замены масла в коробке передач или после чип-тюнинга. После сброса коробка начинает переключаться более плавно и предсказуемо. Адаптация возобновится, но уже на основе нового стиля езды. Это простой способ перевоспитать коробку без сервиса и сложных процедур. Прием номер 9. Восстановление холостого хода через цикл прогрева. После сброса питания, отключения аккумулятора или глубокого сброса блока управления двигатель может терять стабильность на холостом ходу. Обороты становятся нестабильными, возможны подергивания и даже остановка двигателя при торможении. Это происходит потому, что блок управления теряет данные адаптации и требует нового обучения. Для восстановления работы холостого хода достаточно провести так называемый цикл прогрева. После первого запуска двигателя его не нужно трогать. Дайте мотору поработать на месте до полного прогрева, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочего значения. В этот момент блок управления постепенно обучается заново, анализирует сигналы от датчиков, корректирует положение дроссельной заслонки и стабилизирует состав смеси. Нельзя трогать педаль газа, включать кондиционер или запускать потребители во время этой процедуры. Весь цикл занимает около 15 минут и позволяет вернуть плавность работы без использования сканера или вмешательства в настройки. Это особенно важно после любых манипуляций с дросселем, форсунками или электропитанием автомобиля. Прием номер 10. Сброс индикатора замены масла через кнопку TRIP.
После самостоятельной замены масла или даже после обслуживания на СТО на панели приборов нередко продолжает гореть индикатор сервисного интервала. Многие водители игнорируют его, считая неважным, но в современных автомобилях этот индикатор связан не только с напоминанием, а и с системой адаптации под условия эксплуатации, и его сброс имеет значение. Сброс выполняется без сканера через кнопку TRIP на панели приборов. Алгоритм варьируется в зависимости от модели, но общий принцип один. Включается зажигание без запуска двигателя. Затем кнопка удерживается до появления мигающих значков, и после этого происходит автоматическое обнуление счетчика. Некоторые автомобили требуют включения зажигания с одновременным нажатием нескольких кнопок, либо повторного нажатия после паузы. Правильный сброс возвращает корректную работу сервисного напоминания и позволяет избежать ложных срабатываний. Кроме того, блок управления понимает, что масло было заменено и корректирует стратегию защиты двигателя. Это мелочь, но она напрямую влияет на ресурсы логики работы системы смазки. Прием номер 11. Сброс климат-контроля и заслонок. Сбои в работе климатической системы проявляются по-разному. Неработающие режимы, неправильное распределение воздуха, постоянный шум заслонок или полное отсутствие реакции на изменения температуры. В большинстве случаев причина не поломка, а сбой в логике блока управления или зависание исполнительных механизмов, и это можно исправить самостоятельно. Сброс блока производится с помощью определенной комбинации клавиш на панели. Например, одновременно зажимаются кнопки «Обдув в ноги» и «Рециркуляция» при включенном зажигании. После нескольких секунд блок переходит в режим самокалибровки, заслонки начинают перемещаться, проверяя крайнее положение. В течение примерно 1 минуты система восстанавливает базовые настройки и калибрует приводы. Такой сброс помогает устранить ошибочное положение заслонок, сбои в температурных датчиках и вернуть правильную работу климат-контроля. Особенно актуален при появлении шума в утрате мощности обдува или после отключения аккумулятора. Это процедура, которую стоит знать каждому владельцу современного автомобиля с автоматическим управлением климата. Прием номер 12. Калибровка датчика угла поворота руля. После замены аккумулятора, работы с рулевыми тягами или вмешательства в ходовую систему на панели приборов может загореться индикатор неисправности стабилизации, ошибка 4×4 или ассистента рулевого управления. Чаще всего это связано с тем, что датчик угла поворота руля потерял 0 и требует повторной калибровки. Процедура зависит от конкретной модели, но в большинстве случаев ее можно выполнить без подключения сканера. Достаточно выровнять руль в центральное положение, включить зажигание, завести автомобиль и затем медленно повернуть руль до упора влево, затем до упора вправо и вывернуть обратно в центр. После этого подождать несколько секунд и выключить зажигание. Этот цикл позволяет блоку управления запомнить новые нулевые положения датчика и синхронизировать его с системой стабилизации. После калибровки исчезают ошибки 4×4 ESP. Усилие на руле становится стабильным и корректно работает ассистент при парковке. Игнорирование этой процедуры может привести к неправильной работе системы активной безопасности, особенно при движении по скользкой дороге. Прием номер 13. Сброс системы контроля давления в шинах. После сезонной замены колес, корректировки давления или даже обычной подкачки многие сталкиваются с тем, что индикатор давления в шинах на панели продолжает гореть. Это не всегда связано с реальной проблемой. В большинстве случаев система RDC TPMS просто требует ручного сброса, чтобы заново принять новое значение за норму. Процедура сброса может быть разной. На некоторых автомобилях используется отдельная кнопка под рулем, на центральной консоли или в бардачке. На других функция спрятана в меню бортового компьютера. После нажатия или подтверждения сброса система начинает заново обучаться и в течение нескольких минут калибрует показания от каждого колеса. Если этого не сделать, блок продолжит работать с устаревшими данными и будет выдавать ложные срабатывания. А в случае реальной потери давления водитель может попросту проигнорировать сигнал. Регулярный и правильный сброс RDC TPMS после каждого вмешательства в шины – это гарантия корректной работы системы и дополнительная защита от скрытых проколов или медленной утечки воздуха. Прием номер 14. Обучение компьютера после сброса. После любого из перечисленных приемов сброса питания, обнуления ошибок, замены датчиков или адаптаций, блок управления не становится сразу умным и не сразу обучается. Он запускается в режиме самообучения, и для того, чтобы корректно настроиться, ему нужно время и реальные условия эксплуатации. На этом этапе важно просто ездить спокойно, не нужно резко ускоряться, перегружать коробку или насильно проверять поведение двигателя. Компьютер должен пройти полный цикл от запуска холодного мотора до прогрева, от городского движения до равномерной езды. Обычно на это уходит от 2 до 3 дней в зависимости от стиля вождения. Во время обучения
переключения, система корректирует состав смеси, отклик на педаль, точки переключения и работу вспомогательных систем. Если не дать ей достаточно информации, настройки останутся пустыми и поведение автомобиля будет нестабильным. Главное здесь не мешать. Терпение после сброса – это финальный и обязательный шаг, чтобы восстановить потенциальную работу всех систем. В описании под этим видео оставлю ссылку на видео о том, как бесплатно сбросить ошибки блоков управления автомобиля и 5 секретов BMW, которые скрывают автомеханики. Надеюсь, данное видео будет полезным. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи на канале.